В целом, обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается Купянского, Краснолиманского и Николаева-Криворожского направлений. Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным для России государством. Противник – это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть, стремится прорвать нашу оборону. Для этого вооруженные силы Украины подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие даже полный курс подготовки. Фактически, украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти, преступный режим применяет заградительные отряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя. Ежесуточно потери противника составляют сотни человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата, методично перемалываем атакующего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. В настоящее время объединенной группировкой войск принимаются все меры по наращиванию боевого численного состава, соединению воинских частей, созданию дополнительных резервов. Оборудование оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения. Продолжается нанесение удара высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, на снижение его боевого потенциала. Как бы вы охарактеризовали эффективность российской авиации и сил противовоздушной обороны? Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств противовоздушной обороны. В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Ими применено свыше 7 тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо и надежно себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем противовоздушной обороны противника этой ракете не сможет противостоять и создать препятствия для достижения цели. Высочайшую готовность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. По качеству боевого применения особо возможно выделить многонациональный самолет 5-го поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения в каждом вылете, он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей. Беспилотная авиация выполнена также более 8 тысяч вылетов. А ударными беспилотными аппаратами уничтожено более 600 объектов противника. Власти Херсонской области приняли решение организовать возможность выезда жителей региона в другие субъекты Российской Федерации на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Как вы можете прокомментировать это решение?
На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, по объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Попаданиями реактивных снарядов «Хаймерс» повреждены Антоновский мост и дамба Каховской гидроэлектростанции, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания. Наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизни их семьям. НАТОвское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами, как в самих вооруженных силах Украины, так и среди мирного населения. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесение массированного ракетного артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения. В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.